Я хочу напомнить, что промокод на Voxed Days все еще ждет лучший вопрос, так что принимайте активное участие. У вас остался всего один спикер. И следующий спикер – это Ольга Евсеенко, Delivery Manager компании EPAM. Встречаем. Всем привет. Остался, наверное, самый напряжный, самый нервный спикер. Так, еще раз представлюсь, меня зовут Оля. Я проектный менеджер / delivery менеджер в компании EPAM. Работаю там последних 3 года, и это, наверное, мое первое публичное выступление за последние, я бы сказала, 5 лет. Вот. Поэтому попрошу вас, как это говорится, будьте снисходительны. Когда мой тимлид попросил меня рассказать о современных трендах в IT, на самом деле я подумала, что, может быть, я не очень хорошо подхожу на эту роль, но как-то немножко углубилась, почитала статьи и поняла, что, наверное, я смогу это рассказать через призму своего опыта, непосредственно работы в компании EPAM, и свой доклад я построю непосредственно на основании проекта, в котором я работаю сейчас. Мемасики закончились, котики тоже, мопсы тоже. Будет довольно сухой доклад, но надеюсь, что вам понравится, и я буду ждать ваших вопросов. Начну с такого симпатичного таймлайна. Таймлайн проекта, на котором я работаю до сих пор, значит, начался он довольно давно, еще в ноябре 2017 года. Началась discovery фаза. Если посмотреть на таймлайн, спустя полгода выпустили первый MVP. Спустя еще полгода второй, все заказчику условно нравилось, но поступило новое требование сделать условно реплатформинг. Еще спустя полгода был еще один выход в прод, как бы видите, такой своеобразный таймлайн. И еще спустя полгода выпустили определенное количество киллер-фич. Буду немножко прыгать по слайдам, поэтому держите фокус. Покажу вам, как выглядела команда в самом-самом начале работы. Это была одна сплошная монолитик-команда, которая условно делилась по областям, там фронтенд, бэкенд, какая-то e-com. Команда, которая отвечала за развитие e-com платформы, QA, бизнес-аналитики и так далее. Примерно было 35 человек, и условно, все делали все. Соответственно, это такой антитренд налицо. Вернусь обратно к своему таймлайну. После релиза в сентябре 2019 года мы начали понимать, что, наверное, что-то идет не так. Вот были полугодичные релизы, это не устраивало нашего заказчика. Плюс команда была монолитная, она была не гибкой. Что мы сделали? Мы где-то взяли месячный перерыв, сказали заказчику, мы удалимся порефлексировать, подумаем, как мы можем задрессить твои условно ожидания и как мы можем решать наши текущие проблемы. Что мы сделали? Соответственно, посмотрели, какие существуют. То есть мы понимали, что нам нужно скейлиться. Команда в тот момент выросла где-то до 50 человек, появились новые роли, появились новые локации, то есть вместо 2 стало 6+ локаций по всему миру. Мы изучили рынок, посмотрели, какие фреймворки для скейла существуют. Классический Scaled Agile, Less, Discipline Agile. Но мы взяли более интересный, на мой взгляд, Nexus. Кто-нибудь работает по Nexus? А еще? Так, да, все свои. Расскажу немножко тогда, наверное, про Nexus и расскажу, в какие тренды он нам условно помог войти. Значит, что представляет собой Nexus? В ядре, если все видят, классический скрам. Маленькие скрам-команды, там 5, 7, 9 человек, но со своими же условно церемониями. Это дейли стендапы, планирование, демо-сессии, ретро и так далее.
Но поверх этого, условно, скрам-ядра есть обертка церемоний, и это так называемые Nexus церемонии. Существует отдельная выделенная Nexus Integration команда, которая состоит из представителей маленьких команд, и у нее есть такие же церемонии, как условно маленьких команд. Точно такой же daily stand-up, где они обсуждают проблемы и блокеры, существующие в маленьких командах. Такая же ретроспектива, где обсуждаются условно поинты, которые возникают в маленьких командах, если там они условно поступают от 2 или 3 команд. Плюс есть ряд церемоний, таких как backlog refinement, где гранулируются фичи до маленького размера, чтобы маленькие команды условно могли затягивать их в спринт и завершать в течение спринта. Это делается обычно каждый спринт, но в нашей парадигме это делается раз в месяц. Условно, заказчик супер занят, поэтому они выделяют время. Продукт-оунеры нам буквально 1 день в месяце. Ну и условно все работают над общим инкрементом, чтобы доставить его там через 2 недели. Этот фреймворк мы внедрили примерно за 2 недели. Как выглядит команда сейчас? На текущий момент монолитик команда разбита на 7 небольших команд, в которых есть Scrum Master, Product Owner, Backend представитель, Frontend, и есть пошаренные ресурсы среди всех команд. Соответственно, это так и могу сказать, что мы попали в тренд. То есть текущим трендом является разбиение крупных монолитных команд на feature-based команды, либо еще они называются поды, сквоты. Наверное, это ближайшее будущее. Подожди секунду, есть вопрос. О. Да, вопрос. Шаренные... Пожалуйста, в микрофон, чтобы было слышно на записи. Благодарю. Такой вопрос. Шаренные ресурсы – это замечательно. Сколько митингов им приходится посещать? Шаренным ресурсом? Да. У нас, скажу тебе, значит, максимальное количество DevOps у нас шарится на 2 команды, QA Automation на всех, QA на 2 команды, архитекторы на 2-3 команды. То есть условно, наверное, X2 только у QA и у архитекторов, всех остальных по 1. То есть, условно, они прикрепляются к определенному поду. То есть они не шаренные. И могут миксоваться между собой. Они, то есть, не шаренные в этом смысле? Такой, знаешь, не знаю, как задресить твой вопрос. Например, DevOps, он шарится на 2 пода, условно. Они не всегда приходят на митинги. Вот. Могут приходить, могут не приходить. Если приходят, там, прекрасно, например. Если нет, могут пойти к Scrum-мастеру и решить свой вопрос. То есть я могу сказать, что митингов стало намного меньше. То есть если раньше вся монолитик-команда тягалась на все митинги, то на текущий момент просто каждый знает, куда ему ходить. Касательно девопсов и архитекторов. У нас по 3 архитектора и 3 девопса на 6 подов. Получается 1 архитектор на 2. Не взаимозаменяемые, да. Ладно, я потом подойду отдельно. Я боялась вопросов. Ладно. Задавайте. Так, попали в тренд. Что дальше? Еще один интересный момент про слайсинг. То есть, если все видели вот наши релизы в прод там, раз в полгода, у нас был такой горизонтальный слайсинг. Условно, если фичу брала в работу команда e-коммерсовой платформы, там делала ее какое-то определенное время, потом передавала в бэкэнд, потом передавала в фронтенд. Задачи тянулись 3-4 спринта. На текущий момент, да, мы перешли к вертикальному слайсингу. Во-первых, у нас стала очень такая небольшая гранулярность самих фич. Во-вторых, в поде есть, в этом поде, либо сквоте, либо feature-based команде, есть представители всего стека, соответственно, они могут брать задачу в работу и заканчивать ее за 1 спринт. Иногда бывают исключения, действительно, иногда мы понимаем, что плохо сработали, плохо разбили задачу, но скорее статистически все-таки заканчиваем все в 1 спринт. И это, да, новый тренд, вот вертикальный слайсинг. Еще один интересный тренд – project-based и product-based planning. Не перевела на русский, забыла. Значит, очевидно, что изначально был все-таки project-based planning у нас в проекте.
То есть, условно, мы доставляли только требования заказчика, у нас был очень жесткий таймлайн, который я вам показывала, и майлстоуны, условно, как бы их прогресс мерился практически каждый день на ежедневных звонках с заказчиком. Был очень фиксированный бюджет, очень тяжело было добавлять новых людей. На мой взгляд, вот эта новая подовая структура все-таки немножко поменяла майндсет заказчика и наш в том числе. Я бы сказала, что мы немножко движемся. Я не могу сказать, что мы перешли полностью, но мы движемся к product-based планированию. Очень много начали использовать аналитики, и, соответственно, на основании этой аналитики стараемся деливерить наиболее ценные фичи для конечных пользователей. Плюс у нас появился довольно долгосрочный roadmap. То есть если раньше это были там полугодичные roadmap, сейчас это год плюс, условно. То есть ребята знают, чем они будут заниматься там, в долгосрочной перспективе. Вот. И еще последний момент, который я хотела отметить, я его себе написала в заметках, но не сказала вам по поводу более частых деливери. То есть на таймлайне видно, что мы там деливери раз в полгода. В апреле 2019 поняли, что да, уже что-то идет не так. Давайте попробуем деливерить чаще. Вот, взяли себе за бейзлайн раз в 2 недели. Принцип был fake it until you make it. То есть там с кровью, болью и так далее пытались это сделать. Там частично на ручном приводе. Все-таки трансформация команды помогла облегчить этот процесс. И на текущий момент я бы сказала, что у нас там регулярные релизы раз в 2 недели. Это, мне кажется, довольно неплохой показатель. Как озвучивал, наверное, первый самый докладчик. Конечно, здорово деливерить как можно чаще, там, условно ежедневно, и такие высоконагрузочные системы, как Facebook, либо Booking.com, конечно, деливерят условно каждый день, потому что это их деньги. То есть они снимают аналитику и, соответственно, деливерят еще и еще. В нашем случае это не принесет того результата, но эфорты, которые мы потратим, они будут значительны, и заказчик просто не готов в это инвестировать. То есть при текущем уровне инфраструктуры для нас это, в принципе, не имеет большого смысла. Поэтому, мне кажется, всегда нужно понимать, ради чего ты это делаешь. Но это тренд. Да, это тренд, который очень часто озвучивается. Вот. Мне кажется, я самая быстрая сегодня. Поэтому у меня все. Может быть, есть еще вопросы? Отлично. Подождите, про пиццу не рассказала. Самый красивый слайд. На самом деле интересный вопрос по поводу планирования. Да, вот аналогия можно в литературе встретить по поводу пиццы. Project-based планирование, условно, вы хотите пиццу, и вам вот доставщик берет и привозит пиццу. Это при project-based планировании. А при product-based вы уже условно указываете, что вот я хочу там открытую либо закрытую, с такими ингредиентами. Ну, условно, вот пиццы отличаются. Мы долго с ребятами спорили, какую пиццу поставить некрасивой. Мне кажется, не самый некрасивый вариант, были еще похуже, но тем не менее, такая, мне кажется, приятная аналогия поможет вам запомнить отличия между project и product-based планированием. Вот так. Вопросы? Да. Спасибо за доклад. Вы говорили, что у вас roadmap сейчас построен на 1,5 года вперед. На год плюс. Получается ли попадать в прогнозы по срокам, и как вы этого достигли? Получается ли попадать в прогнозы по срокам? Смотрите. Довольно длительный период на год планировать, то есть. Да, мы начали это делать, у нас первый наш долгосрочный roadmap появился только в октябре 2019 года. Я могу сказать, что за первый квартал, да, мы достигли целей. Вот, первый квартал закончился буквально, когда? Совсем недавно, да, на QBR отрепортили, что мы действительно попали. Посмотрим, как будет дальше. Меня очень радует тот факт, что он хотя бы появился. То есть, вы знаете, когда к тебе приходят ребята и говорят: слушайте, а чем мы там будем заниматься, что нам учить сейчас? Довольно тяжело посмотреть в глаза и сказать: а я не знаю. Вот. Поэтому сейчас это все в доступном виде, шарится на команду, условно заказчик устраивает либо таунхоллы, либо какие-то звонки, где озвучивает свои цели и планы и публикует все там на Confluence. Ясно, хорошо, спасибо. Да, спасибо за доклад. Я, наверное, продолжу задавать вопросы. Смотрите, у вас на слайде был упомянут сейф,
И это, в принципе, достаточно крупный фреймворк для того, чтобы регулировать работы многих команд. То есть там как бы речь идет скорее, я не знаю, о 2 десятках разных команд, разрабатывающих разные продукты. Ну, условно говоря. А у вас, я так понимаю, один продукт. Понимаю вопрос. Почему выбрали Nexus, почему выбрали не Safe, да? Во-первых, У нас почему однородный, да. Nexus? Во-вторых, Nexus — это спринт-планирование. Да? Это фреймворк, который дает возможность планировать работу на ближайшее время. Используется ли какой-то фреймворк для, ну, как то Safe, например, для долгосрочного планирования? Поняла вопрос. Почему выбрали Nexus? Потому что, да, естественно, у нас однородный продукт, у нас нет огромного количества там смежных вендоров у заказчика, которые контрибьютуют на наш продукт, то есть он однородный, и все, условно, над ним работают. Плюс, наверное, скейл не настолько большой, то есть 50 плюс человек, мне кажется, что, наверное, Nexus подходит больше. Плюс он более легкий в имплементации. То есть, условно, у нас нет ни solution менеджеров, ни портфолио менеджеров, там мы не делаем планирование на 36 плюс месяцев. То есть год — это такой там roadmap, который озвучивает заказчик. Nexus действительно намного легче в имплементации. Вот. Может быть, мы когда-то перейдем к Safe, когда разрастемся еще больше, я надеюсь. Вот. Но да, как-то так. Еще вопросы? Да. Подскажите, пожалуйста, а BA при таком фреймворке как себя ведут? BA. Да. Так, расскажу. Практически в каждом подисквоте у нас есть свой BA, и есть BA, который шарится между двумя, но это так называемый transversal pods, то есть они прошивают, два таких пода, они прошивают весь application, и, соответственно, немножко просто разные продукт-оунеры. Один со стороны там, дизайна фиксит немножко, другой со стороны функциональности, поэтому получается совмещать. А так, да, каждый под у нас имеет, кроме одного, имеет свою бизнес-аналитика. Один из них — это полностью технический под, который занимается техдолгом. Заказчик решил в это все-таки инвестировать, и, на мой взгляд, это тоже достижение. Под, который, условно, да, инвестирует свои ресурсы в оптимизацию всей платформы, в улучшение там, перформанса и так далее. Вот там бизнес-аналитика нет. Продукт-оунерами являются два архитектора, они же условно и пишут задачи, и дают задачи. Да. Спасибо. Пожалуйста. Еще вопросы? Подскажите, как вы давно у себя этот Nexus используете, потому что это похоже на что-то вроде скрамбата, то есть поверх скрама что-то у вас придумано, и смесь какой-то матричной системы, там где один человек на несколько команд. И не получится ли так, если мы к себе поставим тот же фреймворк Nexus, из-за отсутствия такой большой базы аналитики, как у вас, мы просто в сроки не попадем? Отличный вопрос. Сколько мы используем? Пилотируем уже 3 месяца, я бы сказала. По поводу того, умрете, не умрете, смотрите, в любой любой из фреймворков, который я перечисляла, это в первую очередь фреймворк, то есть он дает канву, и любой проект всегда адаптирует его под себя. На самом деле в манифесте не указаны пошаренные ресурсы. Просто в реалиях нашего проекта мы поняли, что нам подходит именно так. Ребята пошаренные, которые были на экране, условно, они раньше были в одном поде. Это был там, под номер 6 буквально 1,5 месяца тому назад. Но при работе мы осознали, что так не работает. Условно, DevOps и QA-автоматизаторы, они были сосредоточены только на условно, доставке своих фич, они не выполняли какие-то операционные задачи по поддержке других подов. Мы сели, порефлексировали, поняли, что так не работает. Будем по-другому, давайте попробуем пошарить. То есть это все условно достигается эмпирическим путем. Пробуем, понимаем, работает, не работает, используем другой вариант. Надеюсь, что у вас получится. Не знаю, ответила, не ответила, может быть, кто-то из предыдущих. Наверное, стоит годик подождать на основании вашей экспертизы, потом подумаем. 3 месяца Хорошо. немного. Да, 3 месяца немного. Да. Еще вопросы?
На самом деле очень необычный опыт. Я прям как бы очень благодарна публике. Во-первых, всем спасибо за доклады, было интересно. Раз уж мы говорим про тренды, у меня появился вопрос, наверняка больше к фронтенду. Зная то, что сейчас современные браузеры очень сильно работают на то,